Всем привет! В Питере, в районе Озерков, есть такой ресторан с экстравагантным названием Бруно Иванович. Назван он был в честь Бруно Фердинанда Гранхольма, главного архитектора финских железных дорог, который спроектировал довольно много станций в Финляндии, да и в России тоже. В том числе он построил много станций между Финляндским вокзалом и Зеленогорском, и в этом выпуске мы посмотрим, что они представляют из себя в наши дни. Бруно Фердинанд Гранхольм родился в 1857 году в Великом княжестве Финляндском. Он такой финский швед. Закончил политехнический институт и вот занимался разработкой железнодорожных станций на территории Великого княжества Финляндского. Всего им было сконструировано, спроектировано около сотни станций. Это и, например, станция Воллу, Юаскеля, Турку, замечательная станция Савонлина и многие-многие другие. Собственно, почему этот замечательный архитектор тоже строил станции и у нас, в Петербурге? Дело все в том, что в 1870 году была открыта железнодорожная ветка Санкт-Петербург-Рихимяки. Причиной было то, что, в общем, нужно было перебрасывать войска. Ну и прям таким, может быть, вторым поводом было то, что в 1868 году в Финляндии случился голод, и, видимо, возникли проблемы с переброской продовольствия из Петербурга в Финляндию. Ну и с учетом того, что ветка была спроектирована для движения из Петербурга в Финляндию, управление было тоже передано финнам, поэтому, в общем-то, и проектирование железнодорожных станций от Финляндского вокзала до даже нынешнего Белоострова тоже было отдано под перо Бруно Гранхольма. Ну а начнем мы наше путешествие с Финляндского вокзала и последовательно посмотрим станции, спроектированные Бруно Гранхольмом. Сейчас, наверное, уже мало что напоминает о тех временах в нынешней версии Финляндского вокзала. Ну вот за исключением вот этого вот небольшого фрагмента, который все-таки оставили. Ну и надо сказать, что еще о дореволюционных временах здесь напоминает вот этот паровоз, на котором в октябре 17 года Владимир Ильич вернулся в Петроград из Финляндии. Ну и в 1957 году правительство Финляндии подарило этот паровоз СССР. С тех пор он здесь вот и стоит в таком стеклянном колпаке. Перед нами первая станция после Финляндского вокзала, построенная Бруно Гранхольмом. Это у нас Ланская. Давайте посмотрим с тех сторон, с которых это возможно. Тут перед нами такой прекрасный балкончик. И, наверное, самая такая впечатляющая часть здания — это вот это. То есть оно, не сказал бы, что как-то декорировано, но вот эта вот входная группа, она, не знаю, нам не нравится вот этим вот характерным для северного модерна обилием разных аккордных форм. Здесь, по-моему, просто это зашкаливает. Смотрите, сколько их тут. Я даже не могу посчитать, мне кажется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Где-то в районе десятка разновидностей. Ну и вот небольшой узорчик такой треугольный все-таки сверху у нас есть. Ну и еще вот здесь остался такой изящный элемент. Наверное, тут фонарь висел. В 1870 году здесь было построено первое деревянное здание. Ну и вот уже в 1910 году на его месте возникло вот это прекрасное здание в стиле северного модерна. И вот, кажется, я даже здесь нашел старую вентиляцию. Ну, здесь уже мало что напоминает о былой роскоши, за исключением металлургской плитки. Ну и отсюда видно, насколько разнообразно здание. Опять же, прежде всего по
всевозможным оконным формам. Но здесь даже видно вот трубы, смотрите, как несимметрично установленные. То есть такой характерный признак северного модерна. Ну, еще, мне кажется, с тех самых времен здесь сохранилась вся вот эта металлическая конструкция с заклепочками такими красивыми. Ну и все это навеяно духом северного модерна. Такая грубая отделка камнем. Перед нами станция Удельная, построенная в 1914 году. Вокзал стоит на высоком гранитном цоколе и украшен такой скромной лепниной. Наверху характерный для северного модерна вот этот узор растительный, там где вот Удельная написано. Станцию Удельная, конечно, снимать нелегко. Тут такой мощный заборчик, что надо сильно постараться, чтобы тут как-то сфотографировать. Бросается в глаза вот эта вот асимметрия форм, оконных проемов. Ну и здесь уже четкий такой финский национальный романтизм. Видите, такой узор остался сверху растительный. Это башенки. Сейчас посмотрим, такая же ли башня здесь, или она тоже немножко, да, отличается. Ну нет, башенка вот это вот, или такой как бы своеобразный эркер, здесь такой же. Ну и здесь, кстати говоря, осталось еще одно здание, спроектированное Бруно Гренхольмом. Скорее всего, это некое жилое здание для работников станции. Что удивительно, какие фотографии не посмотришь, всегда здесь какой-то такой базарчик, торговля. Ну и вот здесь мы можем увидеть такие прикольные какие-то формы стиля модерн, наверное, в том числе. Старых фотографий я этого здания пока что не нашел, поэтому сложно представить, как же оно выглядело. Вот особенно, что было вот на вот этих вот местах вместо этого железных этих листов. Внутри тут вполне себе еще прикольная парадная с прикольными балясинами. И с прикольным окошком. Здесь, кажется, внутри уже фактически ничего не осталось, кроме, наверное, вот этих вот колонн и, может быть, частично потолка от оригинального здания. Даже плитка, видимо, уже советская. Станция строилась уже во времена, когда северный модерн в Финляндии уже терял свою такую популярность и переходил уже к функционализму. И вот здесь такой один из первых элементов, такое открытое крепление вот этого козырька, что потом уже станет прям фишкой конструктивизма и функционализма. Не пропустим мы и вот эту вот замечательную памятную табличку, которая здесь установлена. 9 августа 17 года Владимир Ильич, скрываясь от преследования временного буржуазного правительства, нелегально на паровозе уехал в Финляндию 7 октября, возвратился в Петроград для руководства вооруженным восстанием. Ну, паровоз, на котором он возвратился, мы с вами уже видели.
следующая у нас станция Озерки. Ну, буквально минуту мы проехали от Удельной, и здесь находится платформа Озерки. И вот видите, каждый гость, который приходит в ресторан, может познакомиться с его историей. Здесь как раз вот изображено то, как выглядела станция. И вот тут написано, что станция была построена в 1902 году в связи с открытием между двух озер Среднего и Верхнего театра с концертным залом, рестораном и эстрадой. Двухэтажное здание вокзала соединялось с территорией театра крытой галереей. Первый этаж, занятый служебными помещениями, был каменным, второй деревянный, рубленый, с облицовкой вагонкой, который создавал рисунок из обшивки в стиле фахверк. Такой симпатичный колокольчик с пародиком. Ну и главный логотип. Вот такое шикарное место. Видите, здесь двери в стиле северного модерна, стулья тоже, всевозможные птички. Приятное место. Если бы я не занялся этой темой, вряд ли бы я узнал о существовании этого прекрасного ресторана. Ну что вот я могу сказать. Это все, что осталось от станции Озерки, построенной в 1902 году по проекту все того же Бруно Гранхольма. Это было такое здание, в котором первый этаж был кирпичный, ну и остальная надстройка была деревянной и выполнена в стиле такого псевдо-фахверка. И сверху располагался, я так понимаю, ресторан. Ну и внизу на первом этаже располагались там кассы и все остальные уже железнодорожные какие-то учреждения. Ну и, к сожалению, в 1993 году здание сгорело. И вот первый этаж, так как он был кирпичный, он сохранился. Ну и не знаю, сейчас тут какая-то непонятная будка, да еще и закрыта. То есть даже не посмотреть, что ж тут сохранилось. Но вообще я вот вижу вот такие вот арочные окна, там вот какие-то выступы кирпичные. В общем, вполне себе есть все шансы вернуть зданию прежний вид, поскольку проект есть и основания тоже, в общем-то, есть. Деревянную часть надстроить не так-то и сложно. Здание Шувалова расположено у живописных берегов Нижнего Суздальского озера. В конце 19 века оно было застроено множеством красивых дач, куда летом переселялись петербуржцы, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом. Ну и, в общем, все то, что и сейчас, в общем, петербуржцы любят делать. На озере у вокзала была пристань, которая принимала пароходы, синхронизированные с расписанием поездов. Пароходы перевозили пассажиров на противоположный берег озера, который тоже был застроен множеством дач. Там же располагалось имение графа Шувалова. Собственно, из-за этого и названа так станция. Конечно, так вкусно, как специалисты, про архитектуру я еще не научился рассказывать, поэтому прочитаю. Симметричное двухэтажное здание с боковыми ризолитами образует в плане форму двутавра. На фоне красно-кирпичных стен выделяются светлые тяги зубчиков наличников. Карниз на мелких фигурных кронштейнах рассечен в боковых частях мансардными окнами с шипцами, врезанными в высокую вальмовую кровлю. Ну и в центре мы видим, что у нас тут располагается веранда, украшенная декоративной резьбой. Платформа деревянного вокзала в Шувалово имела крышу, укрепленную на резных деревянных столбах. На станции, значит, на первом этаже располагалось 2 пассажирских зала, дамская комната, буфет и помещение для телеграфа. На втором этаже 7 жилых комнат для персонала станции.
Полюбуемся прекрасным кирпичным стилем бокового фасада. Станция прекрасно сохранилась не только снаружи, но и внутри. Здесь мы можем видеть 4 печи двух типов. Вот это первый такой вариант. Прямоугольная печь изразцами. Вторая печка такая вот в виде такого цилиндра. Скорее всего, печи были выполнены на заводе АБО в Турку. Кессонированный потолок деревянный тоже сохранился. Соответственно, и окна тоже сохранили первоначальный вид, первоначальный облик. Здесь мы также видим еще 2 печи такого же характера, слева и справа. Ну и такая прям изюминка. Это платформа. Здесь все еще можно увидеть вот эти вот кованые чугунные опоры. Наверное, самая примечательная часть — это вот эти вот часы. Я так понимаю, сами часы уже не оригинальные, но вот эта опора для часов, она сохранилась. Станция еще известна тем, что здесь проходили многочисленные съемки в советское время. Ну, например, здесь снимали фильм «Безымянная звезда» в 1978 году. Ну и тут, к нашей радости, еще сохранилось вот это вот станционное здание. Тоже в таком виде эклектики какой-то. Небольшая такая пристройка. Вот, кстати, смотрите, что это, семафоры, по-моему, да? Прибыли в Парголово. До 1902 года на месте этой станции находилась, так сказать, деревянная версия, но она уже не удовлетворяла потребности пассажиропотока. Тут не было, там, не знаю, ресторана, места было мало. Ну и вот в 1906 году по проекту Бруно Гранхольма был построен вот этот вот шедевр в стиле финского романтизма, ну, у нас известного как северный модерн. Сам этот стиль, в общем-то, в самой Финляндии, да и у нас, был популярен совсем недолго, буквально там 15 лет, там, с 1904-1905 годов и там до 1915. Тем не менее, вот конкретно этому зданию повезло быть построенным как раз в этом небольшом, коротком промежутке. С обратной стороны нас встречает тоже такая замковая атмосфера, причем с такими не совсем симметричными окнами. Смотрите, сверху они вместе стоят, а здесь на некотором отдалении по высоте. А здесь у нас вообще какая-то такая тоже средневековая такая как бы лестница с такими окошечками. Здесь такое окно, такое типовое для модерна разнообразие оконных проемов. Здесь, наверное, еще какое-то было другое. И, скорее всего, здесь еще и внешняя часть какая-то была из такого грубого камня. Может быть, вот здесь вот что-то такое похожее еще осталось. Зал ожидания Парголова сохранился. Очень много элементов здесь все еще присутствует. Прежде всего, это, конечно, метлахская плитка, кессонированный деревянный потолок, оригинальное остекление окна тоже с нами. Ну и, конечно, главная такая
жемчужина зала ожидания – это печи шатрового типа, характерные для эпохи Ренессанса. Однако здесь преобладают всевозможные элементы в стиле модерн. Вот, например, можно заметить балясины с характерными узорами. Здесь вот у нас изразцы, тоже такие растительного характера. Здесь вот еще замечательные узоры, основанные на вьющейся волнистой линии. Ну и здесь стоит аналогичная печь. Обе печи были выполнены на заводе Або. Ну, Або — это шведская версия названия города Турку. Видимо, там находился и завод. Станция все еще функционирует. Вот здесь даже можно купить билет. Ну и еще довольно интересно посмотреть и саму платформу. Прежде всего, здесь сохранились вот эти вот чугунные опоры, такие тоже с растительными мотивами. Вот, наверное, вот здесь видно лучше. Кроме того, здесь сохранились следы часов. Раньше здесь стояли часы Винтер, характерные. То есть это такие часы с двух сторон. Здесь и здесь. И потом они уже куда-то пропали, и какое-то время здесь стояла такая советская версия часов завода «Стрела» или фирмы «Стрела». Ну и в принципе по Финляндии очень много вокзалов я видел, где такого типа часы тоже установлены и до сих пор функционируют. Они достаточно удобны, потому что в принципе вот люди, которые на платформах находятся, они практически с любой точки смогут посмотреть время. Приехал на станцию Левашова. С 1869 года здесь находилось уже деревянное здание, но оно уже, естественно, было нефункционально. Поэтому в 1908 году здесь уже вот было построено это великолепное здание в стиле северного модерна. Здесь вот сохранились чугунные опоры. Я так понял, касса не работает, поэтому не знаю, можно ли тут что-нибудь увидеть. А можно. Вот слева можно заметить такую печь. Она сейчас так закрашена. Но изначально она была изразцовой, скорее всего зеленой. По цвету такой зеленой глазурью была покрыта. И изготовлена на финляндском заводе Або. Або, ну это у нас шведская версия названия города Турку. Спроектирована финскими архитекторами Калио и Эссеном. И здесь перед нами открывается еще одно здание, тоже с той же эпохи. Понимаю, станционное какое-то здание. И, возможно, жили сотрудники, обслуживающие здание вокзала. А здесь нас еще радует прекрасное такое крылечко, тоже с чугунной такой оправой и дверью. Все еще в стиле северного модерна. Тут вот я упустил даже целая деталь, вон, видимо, оттуда. Ну и еще посмотрите, здесь практически опора на таких лапках. Тут, наверное, висел фонарь. Красота.
В конце 60-х годов с одной из сторон от зала ожидания находилась парикмахерская, буфет. И также с другой стороны от зала находилась билетная касса почтового отделения железной дороги. Ну, давайте еще одно посмотрим деревянное здание, которое чудом сохранилось. Вот оно тут рядом. Тоже прекрасный такой, уже деревянный модерн. Еще вот с этого ракурса посмотрим на домик. В 1902 году Бруно Гранхольм также спроектировал станцию Дибуны в качестве такой технической. Годом позже его тоже стали использовать и для пассажиров. Ну, изначально предполагалось, что позже здесь будет тоже построено каменное здание, но из-за Первой мировой, видимо, этим планом не суждено было сбыться. Ну, сейчас здесь скорее картинка, чем вокзал. Ну, что есть, то есть. Это я уже прибыл на станцию Белоостров. Перед нами здание вокзала, которое было построено в 1954 году в таком уже стиле зрелой сталинской неоклассики. Вот, собственно, я подошел к реке Сестра, которая разделяла Великое княжество Финляндское и, в общем, основную часть Российской империи. Понятное дело, что в декабре 1917 года здесь образовалась государственная граница. По удивительному стечению обстоятельств здание Бруно Гранхольма было построено тоже в этих местах, но немножко вот в ту сторону. То есть уже на территории Великого княжества Финляндского, и тоже оно было окончено где-то к концу 1917 года. То есть пока Ильич тут ехал назад в Петроград устраивать революцию, тут методично достраивали здание вокзала. Соответственно, когда образовалась граница, то на нашей стороне находилось какое-то непонятное деревянное здание, оставшееся там с середины, почти середины 19 века. А с финской стороны возникло современное огромное здание вокзала. Конечно, так не могло происходить, поэтому в 1934 году с нашей стороны построили огромный такой монументальный вокзал с таким огромным серпом и молотом, который смотрел прямо в сторону финнов. Есть фотографии, как вот этот мост выглядел в те времена. Ну и, соответственно, когда началась Советско-финская война, потом последующая Великая Отечественная война, в общем-то, за это время оба вокзала, что советский, что, можно сказать, финский, были разрушены. Ну и уже на территории, значит, бывшего вокзала советского был в 1954 году отстроен новый, в таком уже стиле советской сталинской неоклассики. Ну а здание Бруно Гранхольма так и, в общем, не сохранилось. Однако, если немножко пройтись туда, вдоль путей, там можно найти некоторые артефакты бывшего вокзала, а именно такие каменные плиты, каменные унитазы. В общем, какой-то вот небольшой след еще остался. Но, с вашего позволения, я туда пешком ходить не хочу. Покажу только фотки тех, кто уже там был. Вот мы добрались до конечной точки нашего маршрута в Зеленогорске. Перед нами этот прекрасный Зеленогорский вокзал. Судьба у него крайне непростая. Он был построен изначально в 1917 году, ближе к концу, по проекту все того же Бруно Гранхольма в стиле северного модерна. Ну и уже в ходе боевых действий практически полностью была уничтожена центральная часть и западное крыло. Восточное крыло частично сохранилось. И, судя по фотографиям, первоначально именно восточное крыло использовалось в качестве вокзала. То есть был выполнен такой ремонт, и оно использовалось. После, уже к 50-му году, было завершено строительство нынешней версии по проекту Гречанникова. Здесь мы что видим? Во-первых, Гречанников поставил вот эту вот огромную арку, которая отсылает нас, возможно, к предвоенному зданию железнодорожного вокзала города Выборга и Хельсинки.
Кроме этого, надо сказать, что здесь получился такой своеобразный микс северного модерна и сталинского ампира, поскольку все-таки сохранилась вот эта вот асимметрия. Здесь, видите, у нас такое трехчастное окно, а здесь с этой стороны нет. То есть все-таки такой вот интересный вариант получился. Ну и сейчас мы еще посмотрим интерьеры. Интерьеры тоже там кое-какие элементы от Бруно Грандхольма остались. Прекрасная арка. Интерьер центральной части тоже выполнен в таком помпезном советском стиле. Мне, в принципе, очень нравится здесь. Много такого воздуха, пространства. Видны советские гербы. Ну и здесь, кстати говоря, герб Зеленогорска. Впрочем, от творения Бруно Грандхольма кое-что все же осталось, поскольку восточное крыло было всего лишь перестроено немножко, то вот эти вот верхние несущие конструкции, они остались с исходного здания, построенного в стиле северного модерна. Ну а на этом все. Всем пока!